Вы на канале Технокарта. С вами Антон. Сегодня разбираем 6600 XT в игре Helldivers 2, 1080p, все настройки. Смотрим настройки, начинаем с самых маленьких и постепенно идем в сторону увеличения. Разрешение в этом ролике Full HD у нас будет. Качество отрисовки мы посмотрим постепенно, потребуется нам или нет. Но я думаю, что да, потому что, посмотрите, у нас сейчас настройки самые низкие. Сейчас я покажу. Вот графика пресет низкий, то есть все минимально, все выключено. И Full HD, но FPS всего 107 кадров. Всего 107 кадров. Надо сказать, что сам этот челик прорисован хорошо, но окружение уже такое. Но в целом, конечно. Тем не менее, даже вот на таких настройках, и вот здесь, а я знаю, что здесь на базе всегда FPS еще и больше, чем обычно. Чем внизу на планетах. 77, вы посмотрите только. Это нативное разрешение. Ну давайте все равно спустимся. Там немножко побегаем и посмотрим. Когда встречаетесь с ботами, помните про укрытие, храбрость, еще раз укрытие. Отлично. Отличный совет. Так, ну и давайте смотреть. Уже, наверное... Ого. Такой пикселизированный огонек. Да, в общем, так себе, конечно, графика. На самых низких настройках. Давайте увеличим. Посмотрим, станет ли лучше и протянет вообще видеокарта. Итак, предустановки мы просто ставим средние. Сразу у нас с низких на средние прыгает. Применяем. Сразу я так вижу, сглаживание появилось. Но поприятнее, тени появились. Что ж, стало намного лучше, симпатичнее, но, конечно, FPS вот упал с сотни до 70, но хотя бы это уже, не знаю, средние настройки. В принципе, это, кстати, у нас сетевой экшен. Здесь, конечно, хорошо иметь быструю реакцию, но все же, опять же, играешь не против других игроков. Хотя, я не знаю, может, и такие режимы здесь есть. Играешь против ботов, жуков. Чуть не перезарядил, совсем забыл. Здесь так нельзя. Ну, 70 кадров. Блин, живучий, ты подумай. Ну что, 70 кадров у нас есть. В таком режиме играть, в принципе, можно вполне. Ай. Ну, вот была просадка, на самом деле, во время взрыва гранаты. Не знаю, связано ли это с процессором или с видеокартой. Думаю, что и то, и другое могло сыграть. Ну, это же на самом деле 65 кадров, 60 кадров. Давайте попробуем эвакуироваться с этой миссии. И следующую миссию возьмем, что ли, потяжелее, с большим замесом. И попробуем уже не на средних. Посмотрим, что там будет. У нас, кстати, есть еще... Здесь нету поддержки DLSS в этой игре или FSR. Ну, по крайней мере, на момент, когда я играю, насколько я понимаю. В этой игре есть встроенная система масштабирования, поэтому как бы без FPS нас никто не оставит. Ничего себе. А что случилось? Да. В общем, к средней настроечке, наверное, это будет последние настройки, на которых будет комфортно прям играть с максимальным FPS в нативном режиме. Но давайте сейчас переключим уже на высокие настройки и посмотрим, что будет. Так, следующие настройки у нас высокие. Вот я поставил, применил. Наверное, по FPS будет безрадостно совсем все.
У нас до 60 падает уже здесь. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот 60 FPS у нас есть. Очевидно, ну, наверное, ну да, вот уже было 59. 100% будут просадки. Сейчас будем смотреть. Ну, как ни странно, пока что нет проблем с частотой кадров, то есть она особо не проседает. Это все. Это, правда, не панацея. 55 вот где-то так вот опускается. Иногда 60, иногда 55. Но вроде как это неплохо. В том числе для такой игры. Что? Он у меня взялся, но не взялся. Возьмите диск. Я его взял, только он куда-то пропал из рук. В общем, типичный хеллдрайвер. Типичный хеллдайвер. Я с диском, но без диска. Так, давайте посмотрим следующие настройки графики. Это у нас будет ультра. Ультра в 1080p. Ну что, по разнице в FPS как будто бы и нет. Смотрим. Ну, здесь вот все меньше и меньше, на какой-то лишний один кадр там. Так, на земле на ультра настройках оказалось 49. Кстати, здесь пламенные вот эти штормы, они, наверное, сильно снизят производительность. Вот и посмотрим, то, что надо. Так. Давайте сбросим пулемет. Что происходит-то? Ну, в общем, играть вполне можно, на самом деле. И, насколько я понимаю, это уже... Это уже максимальные настройки. То есть выше мы поставить не можем. Давайте посмотрим. Да, это ультра. Чё такое низкое? Качество текстур низкое? Что? Почему? А почему оно было низким? Хотя разницы в FPS нету никакого. Странно все вообще. Текстуры как будто сами по себе жили. Ну, в общем, ладно. Оказывается, это почти на скорости не влияло. Давайте попробуем поставить масштабирование. Поставим масштабирование в качество. И посмотрим, что у нас будет с FPS. То, что только что было 44. А вот уже 57, 55. Не идеально, но получше. В плане, конечно же, частоты кадров. Ай. Давай. Устранен. В качественном режиме масштабирования у нас вот FPS ближе к 60 идет. Ну, может их и достигать, но все равно просадки там есть. То есть мы видели просадки. Где-то 55, во время взрывов и того меньше. И все-таки, конечно, это далеко не 44, которые были. Ну, то есть это намного лучше. Но картинка становится более замыленная. Ну и давайте посмотрим просто до кучи, как выглядит, например... Тут вон еще сколько всего есть. Ультропроизводительность. Баланс. Что нам принесет баланс? Почти, ну, при балансе еще больше замылилась картинка. Прям вот совсем. Просто интересно, что же будет, если поставить ультропроизводительность. Самое интересное, что FPS вырос-то не так уж сильно. Ну, то есть он, конечно, вырос, но вы сравните качество картинки. Сейчас она во сколько? 360p рендерится. То есть мы 360p играем. У меня такое ощущение, как будто я зрение потерял просто. Настолько все размазано. Говоря уже о больших артефактах. Думаю, что даже если бы я очень бы хотел, я бы не стал бы так играть. Я бы все-таки попробовал найти сочетание настроек, которое не настолько сильно
замыливает картинку. Ну что ж, мы посмотрели все настройки графики в данной игре. И я думаю, что оптимально будет играть, если в нативном разрешении. Давайте сразу поставим нативное разрешение. То графика все-таки средняя. Вот так вот. У вас будет FPS. Ну, здесь он все равно чуть-чуть выше, чем на планете. Но вот у вас около 60 и будет. То есть 1080p, а средние настройки качества, FPS будет сам по себе около 60. Если же вы хотите настроечки повыше поставить, все-таки в этой игре влияет, например, освещение как-то красивее становится. Ну, конечно, средние настройки от максимальных отличаются. Поэтому можете выставлять хоть высокие, хоть ультра. Разница, на самом деле, не такая большая. Выставляем ультра. И идем в экран и обязательно ставим качество. Или, может быть, что-то даже хуже. Но, по крайней мере, качество. Здесь у нас получается 90 FPS, но внизу мы видели только что, там будет 60 тоже. Там будет 60 или около того. Да, у вас появятся артефакты небольшие. В плане, вот там, видите, дрожание, мерцание, вот кораблик над головой. Да, не знаю, заметно будет или нет. В общем, дополнительные всякие вещи. С огнем, может быть, не очень хорошо. У нас вот мерцают там всякий свет. Но это плата за то, что у нас стабильный FPS будет на ультра настройках. И у нас будет красивое освещение. Посмотрите, какое. Красивые туманы, облака и все остальное. Взрывы. Ну что ж, на этом будем мы прощаться. Думаю, эту игру еще посмотрим и в 2К, и в 4К. Но в другой раз. Всем пока.